Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком, об изделиях крючком. Я сегодня хочу вам показать, как связать вот такую интересную, оригинальную, совсем-совсем несложную кофточку. Все очень подробно, доступно, понятно. Ну что, свяжем? Итак, ну что, начинаем наше вязание с обзора пряжи. Смотрите, какая у меня будет пряжа. Она будет однотонная, одноцветная. Называется она, смотрите, Alize Shikerim Baby, моточки 100 грамм. Итак, в 100 граммах находится 320 метров. По цвету, если кому понравился цвет, 161. Дальше, по составу это 100% акрил. И здесь, получается, нам рекомендуют брать крючок, смотрите, 3,2 миллиметра. Ну, я вот беру 3,5 миллиметра под мою плотность вязания, под мой узор. Меня это устраивает. Не устаю напоминать, что вы берете любую пряжу, подбирайте под свою плотность вязания крючок, чтобы у вас все получилось. Следуйте по шагам, которые я покажу, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, смотрите внимательно. Она, в принципе, хорошего качества, цветная, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, можете образец связать самостоятельно своей рукой. Кто еще пока не умеет, вы будете повторять за руками. Да, я вам все обязательно покажу, у вас все получится. Обязательно провяжите своей рукой, своей плотностью вязания, своей пряжей, своим крючком, чтобы знать в дальнейшем вашу плотность вязания. Так? Если мы с вами попадем вместе в одну плотность, у вас будет такая же плотность, как у меня, то вы будете дальше вязать, как я. Итак, смотрим. Раппорт узорчика у нас равняется 7 петелек плюс 5 петелек. Те самые 5 петелек, смотрите по схемке, это синим цветом обозначенные пышные столбики справа и слева. Видите, такая вот рогаточка из них сделана, чтобы узорчик и слева и справа одинаково заканчивался. Если вы хотите так же сделать, то получается раппорт 7 плюс 5. Так? Идем дальше. Моя плотность вязания. Я провязала уже образец и посчитала, что один раппорт у меня это 4,75 сантиметра. У вас может быть больше, может быть меньше, может быть так же, как у меня. Высоту я, получается, провязала 10 сантиметров, и это у меня 7 рядочков. 7 рядов. Вы точно так же провяжите обязательно, чтобы знать, какая у вас плотность вязания. Вяжу на размер 44-46. Покажу все обязательно, все свои расчеты. Что у меня будет непосредственно в вязании? Это я буду провязывать прямоугольники. Это будет у меня полочки в количестве 2 штуки. Так? Как их провязывать, как их считать, тоже объясню. Это будет спинка. То есть все это будет прямоугольники. Это все будет элементарно и просто. Так? Рукава, то есть 2 рукава. Это тоже будут прямоугольники. И рукава у меня будут здесь вот с резиночками. Все обязательно покажу. Тоже опять же в количестве 2 штук. Все. То есть наше вязание будет складываться из прямоугольных таких вот, ну, из прямоугольничков, с прямоугольного полотна. Ну и в дальнейшем я буду все обязательно показывать, как мы будем их связывать, как будем соединять и так далее. Ну что, идем дальше к просчетам. Итак, начинаем наши просчеты с полочки и со спинки. Итак, полочка. Левая полочка и правая полочка вяжутся абсолютно одинаковыми. Итак, полочка. Полочку я буду рассчитывать на 44 размер. Сейчас объясню почему. У нас получается, если размер 44-46, так, получается 44 мы делим на 2, разделить на 2, тут 2 полочки, получается одна полочка 22 сантиметра. Но небольшое уточнение, когда мы будем с вами провязывать полочки, так, мы потом будем в дальнейшем обвязывать вот такой вот резиночкой, я вам покажу, она будет 5 сантиметров в ширину. И с одной стороны, и с другой стороны будем провязывать, они будут, получается, друг на дружку накладываться, и в того будет, получается, общая 5 сантиметров, не 5 плюс 5, а просто общая 5. То есть получается у нас будет 22 одна полочка, 22 сантиметра вторая полочка, это уже 44, и плюс 5 сантиметров резиночка наша, вот эта вот обвязочка, итого 49 сантиметров. Поняли? Итак, как я рассчитываю? Я эти самые 22 сантиметра делю на 4,75 сантиметров. Помните, это плотность моего вязания. Это мой раппорт.
1 раппорт. Итого получается, мы получаем сколько раппортов итого? 4 и 6 у меня выходит раппорт. То есть 4 полноценных. 4 полноценных раппорта умножаем на 7 петелек в одном раппорте. Это итого 28 воздушных петелек. И не забываем, что наш раппорт это 7 плюс 5. Помните? Итак, плюс 5 дополнительных петелек. Итого 33 воздушные петельки я набираю для полочки. Для левой, для правой одинаково. Понятно? Идем дальше. Спинка. Спинку я буду набирать на 46 размер. 46 размер. Получается, 46 размер это 46 сантиметров. Точно так же 46 сантиметров я делю на свою плотность вязания 4,75 сантиметра. Так? И у меня выходит там 9 и 6 и так далее раппортов. То есть 9 полноценных раппортов, полных. Так вот, 9 раппортов я умножаю на 7 петель, которые находятся в одном раппорте. Это у меня 63 петельки. Опять же, не забываем, наш раппорт 7 плюс 5. Я сюда опять прибавляю 5 петелек. Итого у меня получается 68 воздушных петелек я набираю для спинки. Угу. Я думаю, что несложно. Вы точно так же можете рассчитать на любой размер, который вы хотите. Так? Ну, если будете вязать точно так же, как и я, соблюдаю данный принцип 7 плюс 5. Просто-напросто внимательно просчитаете свою плотность вязания. Здесь подставите свои цифры, здесь и здесь. И у вас получится количество раппортов, которые вы должны будете набрать. Ну и все у вас получится. Ну что, приступаем к вязанию. Обязательно еще раз внимательно пересмотрите, запишите, просчитайте. У вас все обязательно получится. Приступаем к вязанию. Итак, я вам показываю, как мы провязываем полочку. Аналогично вы провязываете вторую полочку и провязываете спинку. Да? Итак, по порядку. Вначале петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Будьте внимательны, считайте, не отвлекайтесь, чтобы потом не перевязывать. Итак, дальше что мы делаем? Чтобы непосредственно приступить к узорчику, мы с вами провяжем вспомогательный ряд, состоящий из полустолбиков с накидом. Для начала 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите, отсчитываем от крючка 4-ю петельку. 1, 2, 3, 4, накид. В нее нырнули. Вытянули ниточку и провязываем все 3 петельки вместе. 1. Понятно? Вот эти вот 2 петельки, которые мы с вами провязали подъема, это имитация полустолбика. Считается за полустолбик. То есть 1, 2. Уже 2 полустолбика. Накид по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали опять же все петельки вместе. Оп, это уже 3-й полустолбик. Накид. Вот так вот по порядочку провязывайте, считаете, сами себя контролируйте. Самое главное вначале не ошибиться, чтобы потом не перевязывать. Поняли? Будьте аккуратны, внимательны, сконцентрированы. И все. Дальше просто уже у вас будет на автомате вязать узорчик очень легкий. Самое главное вот именно вот этот вот первый наборный ряд. Все. Ваша задача вот так вот аккуратно считать, провязывать до конца ряда. Это несложно. Ну, вы справитесь самостоятельно, правильно? Договорились? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю, продолжаем дальше. У вас получится. Так, смотрите, вот наши полустолбики готовы. Мы приступаем теперь непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Будьте внимательны. Мы пропускаем сейчас 1 столбик. И в следующий столбик мы провязываем. Смотрите. Столбик с накидом не до конца. 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку. 2 петельки провязали, стоп.
И точно так же накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все петельки на крючке провязываем вместе и обязательно зафиксировали, чтобы они у нас не разбежались. Получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Воздушная петелька. Накид. Возвращаемся сюда же, в верхушку этого столбика, и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, сюда же, 2 и сюда же 3. И вот теперь все 4 петельки провязываем вместе и обязательно зафиксируйте, чтобы они не убежали. Вот такая вот получается пышная интересная рогаточка. Идем дальше. Теперь мы пропускаем с вами 2 столбика. Раз, два, в третий нырнули и провязываем обычные 3 столбика с накидом полностью. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. А теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И возвращаемся сюда же и сделаем еще один столбик с накидом. У нас получается вот такой вот как бы веерочек с окошечком. Да? Идем дальше. Теперь пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В четвертый нырнули. И провязываем точно так же. 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 2. Сюда же 3. Теперь все петельки вместе и обязательно зафиксировать. Воздушная петелька. Возвращаемся сюда же и провязываем точно так же. Раз, два, 3. Все вместе провязали и зафиксировали. Видите, что у нас получается? Теперь мы будем делать точно такой же веерочек. Для этого нам необходимо пропустить 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем веерочек. Столбик с накидом раз, сюда же столбик с накидом 2, сюда же столбик с накидом 3. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Вернулись сюда же и провязали столбик с накидом. Как вам? И вот так вот чередуйте, получается, рогаточку, веерочек, рогаточку, веерочек до конца ряда. Несложно? Согласитесь, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся, у вас все получится. Давайте, схемка перед вами. Так, смотрите. Вот, готов. Наш, получается, первый ряд нашего узорчика. Наши рогаточки, веерочки. Заканчиваем мы ряд так же, как и начинали. Вот наша пышная рогаточка. Если вы все правильно просчитали, все правильно провязали, у вас остается последний столбик. И вот наши, получается, 2 петельки подъема. Делаем накид. Во вторую петельку подъема аккуратненько ныряем. И здесь провязываем столбик обычный с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И теперь смотрите, какая особенность. Вот над нашими рогаточками всегда на протяжении всего узора будут только рогаточки. Тут несложно запомнить. Накид вот в эту арочку от наших рогаточек, да, получается, наших столбиков, ныряем и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 2, 3. Вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И точно так же сюда опять же в эту арочку ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. С общей верхушкой. Провязали и обязательно зафиксировали. Поняли? Вот. Над каждой рогаточкой будет рогаточка. Вот. Там, где рогатка, там обязательно будет рогатка. Теперь, что мы делаем дальше? Накид. Вот наш веерочек с окошком. Работаем с окошком. Вот в это окошко нырнули и провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 2 воздушные петельки. Раз, два. Вернулись опять же в эту же арочку и провязали еще один столбик с накидом. Смотрите, у нас получился точно такой же веерочек, как внизу, просто он повернутый в другую сторону. Видите? То есть над нашими веерочками всегда будут веерочки. Над рогатками рогатки, над веерочками веерочки. Совсем не сложно. И все. И вот так вот провязывайте дальше. Опять 3 столбика с общей верхушкой, столбики с накидом. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Сюда же опять нырнули и опять провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Тут без особенностей, тут все понятно. Зафиксировали. Дальше опять идет веерочек. И вот в эту большую арочку провязываем такой же веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, 3.
2 воздушные петельки, раз, два, и опять сюда же вернулись и провязали еще один столбик с накидом. Все, все, ничего сложного. Давайте провяжем вместе до конца ряда, да, ну то есть как бы я вас встречу и посмотрим, что у вас получается. Получится очень интересно, красиво, симпатично. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Веерочки над веерочками, рогатки над рогатками. Заканчивается наш ряд точно так же. Над рогаточкой рогаточка. И делаем накид. У нас здесь были 3 петельки подъема. Аккуратненько ныряем в 3-ю петельку и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен, он ровненький. Дальше точно так же опять 3 петельки подъема, поворот и, как и договаривались, над рогаточкой будет рогаточка. Давайте вместе провяжем еще раз. Раз, два, три. Провязали, обязательно зафиксировали. Воздушная петелька, сюда же опять вернулись и провязываем. Раз, два, три. Точно так же провязали все вместе, обязательно зафиксировали. Угу. Дальше, вот наш веерочек, опять провязываем веерочек. В арочку 3 столбика с накидом. Раз, полные столбики. 2, 3, 2 воздушные петельки. И опять сюда же столбик с накидом. Все поняли, да? Все. То есть сам по себе узорчик представляет собой один ряд. Не сложно, не сложно. И вот так вот вы провязываете на нужную длину вашу полочку. Поняли? Вот, то есть провязывайте, провязывайте, провязывайте на нужную длину. Я пока покажу вам. Предварительно провязала 28 рядочков. Вот одна моя полочка уже готова. Видите? Вот так она выглядит. Вот. Здесь у меня получается 40 сантиметров. Ну, надо мерить, прикладывать, да? Либо мы оставляемся на 28 рядах 40 сантиметров, либо довязываем. То есть кофточка либо будет укороченная, да, либо чуть подлиннее. Ну, пока по плану укороченная. Точно так же у меня уже связана спинка. Вот моя большая спинка. Смотрите. Вот получается у нее 9 раппортов и дополнительно вот те самые 5 воздушных петелек. Вот эта спинка. Точно так же провязаны, получается, 40 сантиметров в высоту. Это, опять же, 28 рядочков. Все, видите? Все ровно, все аккуратно и очень-очень красиво. Так что давайте самостоятельно провязывайте 2 полочки, левую и правую, на ту высоту, которая вам необходима. Точно так же аналогично провязывайте спинку. И мы с вами переходим к моменту, как мы будем с вами вязать рукавчики. Давайте, у вас получится. Итак, вы провязали уже полочки, вы провязали спинку, и вы плавно переходите к провязыванию рукава. Провязывать рукава можно 2 способами. Вы точно так же можете провязывать прямоугольное либо квадратное полотно, и затем внизу добавлять резиночку. Так? Может быть, у вас будет свободный край на ваше усмотрение. А можете сделать наоборот, как я сделала. Я начала с резиночки. Смотрите. Я вначале провязала вот такую вот резиночку, а потом уже начала провязывать сам узорчик. Конечно, добавляла петельки, сейчас вам расскажу, это очень просто. И получается потом вязала высоту, да, получается, до нужной, получается, длины моего рукавчика. Ничего сложного. То есть вы можете здесь провязывать как угодно. Полотно, потом резинка, либо резинка, потом полотно. Итак, давайте покажу, как делала я. Итак, смотрите, какими расчетами я пользовалась, когда провязывала рукав. Итак, вот рукав. Вы можете воспользоваться такими же расчетами. Итак, это у нас прямоугольное полотно, я уже говорила, да? И в моем случае это резиночка вот так вот снизу. Нам необходимо знать, какой ширины у нас будет полотно. Мы будем взять. Если мы длину можем по ходу отрегулировать, так, примеряя там и так далее, то ширина у нас должна быть уже изначально задана, так скажем, после того, как я покажу, как мы провязывать будем резиночку и потом сам прямоугольник. Итак, нам необходимо знать обхват руки в самой широкой ее части, самой верхней части, там где бицепс,
И плюс 10, а может быть даже и 15 сантиметров. Это такой как бы стандарт для оверсайза. То есть у нас рукав должен быть пышным, фонариком, но не плотно прилегать. То есть 10-15 сантиметров, кому как хочется. В моем случае обхват руки получается 24 сантиметра. Так, идем дальше. Если, например, я хочу взять, чтобы было плюс 15, я прибавляю 24 вот эти вот сантиметра, плюс 15 для оверсайза. У меня получается здесь 39 сантиметров. Запомнили. Дальше. Эти 39 сантиметров мы делим на плотность мою вязания 4,75. Помните, да? 4,75. И получается, что здесь будет 8,2 и так далее, так далее. Это количество раппортов. То есть 4,75 это один раппорт. Так? Получается 8 полноценных раппортов. Давайте перепроверим. Если, например, 4,75 мою плотность вязания, мой один раппорт, помножить на 8 раппортов, здесь получается 38 сантиметров. Если у меня обхват руки, там где бицепс, 24 сантиметра, то есть в итоге у меня получится для оверсайза 14 сантиметров дополнительно. Но меня это устраивает? В принципе, устраивает, да. То есть ничего сложного. Получается, у меня здесь в рукавчике будет 8 раппортов. Причем, заметьте, у меня будет 8 раппортов без тех дополнительных 5 петель, которые мы все время считали, да? То есть раппорт узорчика 7 плюс 5. Так вот, здесь 5 у меня не будет. Вы можете делать, можете не делать, на ваше усмотрение. То есть я вот посчитала так. Понятно? Ну все, приступаем к провязыванию рукавчика. Давайте. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации. Ее, повторюсь, при наборе петелек не считаем. Теперь я набираю 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы спросите, почему 10? Не 12, не 15, не 5. Дело в том, что именно моя плотность, да, моя пряжа и мой крючок, я уже посчитала, что это будет составлять у меня 5 сантиметров. Мне этого, в принципе, достаточно. Вы, конечно, можете делать резиночку чуть поменьше, чуть побольше. Может быть, вы будете ее загибать, то есть на ваше усмотрение, как хотите. Здесь вас никто не ограничивает. Итак, дальше. 1 воздушная петелька подъема. Отсчитываем, получается, от крючка 1 петельку, 2 петельку, во вторую петельку нырнули и провязываем. Вот, за одну петельку берем. Все время я беру за 2 петельки, вот так вот провязываю, видите? В данном случае мы берем за одну петельку, за заднюю, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе, столбик без накида. 1, следующую петельку, точно так же, столбик без накида 2, следующая, столбик без накида 3, следующая, столбик без накида 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот, у нас такой вот как бы червячок получился, видите? Несложно. Теперь будьте внимательны. Воздушная петелька, поворот. Вот перед нами наши, получается, столбики. Если посмотрим на них сверху, видите, вот такие капельки. Есть передняя стенка капельки и задняя стенка. Мы работаем с задней. Все вязание будем работать с задней. Вот она, задняя стеночка. Беремся вот эту часть петельки, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Есть 1 за заднюю, 2 за заднюю, 3, точно так же, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Есть. То есть уже первый ряд, второй ряд. Воздушная петелька, поворот. И все то же самое. Опять смотрим. Вот наша капелька. Берем за заднюю стенку и начинаем отсчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Видите? По итогу получается как бы вот такая вот гармошечка очень интересная. Вот. Точно так же воздушная петелька, поворот. И вы вот так вот провязываете до необходимой, получается, длины. То есть обхват запястья. Поняли? Обхват запястья. Для себя вяжете, к себе примеряете. На модельку вяжете. Естественно, модельки сантиметром запястья обязательно измерьте. И что у вас по итогу получается? Смотрите. Получается вот такая вот гармошечка. Совсем-совсем несложная. В моем случае у меня получилось 28 рядочков. Поняли? То есть каждая, получается, вот эта вот гармошечка, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Поняли, да? Потом, когда я сейчас провяжу вместе с вами вот эту гармошечку, я покажу дальше, что мы будем делать. Итак, давайте до конца, сколько вам необходимо будет, провяжите. 28 рядочков, 30, 32 там и так далее, у кого какое запястье. Я провяжу 28, и мы с вами здесь встречаемся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала, получается, мои рядочки. У меня всего их 28, как я говорила, да? Ваше количество может быть совсем другим, больше-меньше, в зависимости от вашей пряжи, от вашей плотности вязания, от крючка. Давайте замерю свои 28 рядочков, сколько это будет в сантиметрах. То есть какое запястье, размер. Так, смотрите, вот видите, 16 сантиметров, ну там с небольшим хвостиком. То есть, ну, вы замеряете свое запястье, да? Потом он так вот соединится, вот такое вот запястье для кофточки. Если вы хотите, чтобы у вас еще был так вот заворот вашей резиночки, да, поняли, вот так вот, то, естественно, делайте в 2 раза больше. То есть не 10 петелек здесь вот набираете, а 20, может быть 25, 30 на ваше усмотрение. Итак, смотрите, вот я провязала полностью мою резиночку. Теперь я перехожу на основное полотно, но опять же должен быть вспомогательный ряд. Каким образом? Смотрите, 2 воздушные петельки подъема. Раз, два, накид. И вот сюда же как бы вот верхушечку этого столбика я провязываю, смотрите, полустолбик с накидом. 3 петельки все вместе. Раз, и провязала. Дальше смотрим. Видите, у нас тут видно как бы такое вот окошечко, вот такой вот столбик. Вот. Ныряем и провязываем точно так же 2 полустолбика с накидом. Есть. Дальше смотрите. Вот получается, как вот по нашим вот этим вот столбикам, по нашим дорожкам, да? То есть беремся опять же за верхушечку и по порядку шагаем. Опять 2 полустолбика с накидом. В следующий 2 полустолбика с накидом. То есть получается в каждом ряду, да, вы провязываете по 2 полустолбика с накидом. Вот таким вот образом мы тем самым увеличим количество наших петелек, наших столбиков. И от этого, получается, зависит вот именно, что рукавчик будет выглядеть таким фонариком. Если вы не хотите, чтобы он прям фонариком был, то делайте, например, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик. Поняли, да? Вот. Если хотите, чтобы прям фонарик сильный, ну тогда уже мешайте и 3 столбика и так далее. То есть на ваше усмотрение пробуйте, вяжите. Вот. Количество по итогу столбиков у нас увеличивается в 2 раза. То есть получается, если у меня было здесь 28 рядочков, да, получается 28 столбиков, то если я в каждый столбик провязываю по 2, у меня их будет уже 56. Поняли, да? Все, давайте самостоятельно провязываем до конца. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала, получается, в каждый ряд по 2 полустолбика с накидом. Видите, количество столбиков значительно увеличилось в 2 раза. И теперь смотрите, какая у меня здесь арифметика. У меня получилось 56 полустолбиков с накидом. 56 очень хорошо делится на 7. 7 это раппорт нашего узорчика, да, без тех дополнительных 5 петелек. Так вот, 56 разделить на 7, у меня получается, что здесь будет 8 раппортов моего узорчика. Поняли? Но начинаться он будет, получается, с рогаточек и заканчиваться веерочком. Поняли? Не рогаточки, а рогаточки и веерочек. И получается по кругу, по рукавчику это будет очень даже симпатично выглядеть. Понятно? Все. И дальше мы идем просто по нашему узорчику, как мы с вами уже провязывали. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. В начале, помните, в самом начале, когда мы набирали наш узорчик, мы пропускали одну петельку, и в следующую петельку мы начинали провязывать наши
пышные такие вот столбики, то есть 3 столбика с общей верхушкой, пышные рогаточки. Все вместе зафиксировали. Воздушная петелька, и опять сюда же нырнули, и опять делаем 1, 2, 3, все вместе провязали и зафиксировали. Поняли, да? Потом получается у нас идут 2 столбика, пропускаем и веерочек. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. 2 воздушные петельки. И опять возвращаемся сюда же и провязываем наш столбик с накидом. Вот наш веерочек. Поняли? Все. То есть вы вот так вот провязываете до конца ряда, поворачиваетесь, обратно вяжете, да? Точно так же, как мы с вами вязали полочку, как мы с вами вязали спинку. Все то же самое. На высоту вяжете, какая вам будет необходима. Сейчас покажу свой рукавчик. Итак, вот смотрите, получается мой рукавчик. Один уже готовый. Вот наши, получается, столбики. Теперь вот переходим, получается, вспомогательный ряд. Это полустолбики с накидом. А дальше начинается непосредственно сам узорчик. Поняли, да? Вот он, узорчик так и идет. И вы вяжете в высоту ровно столько, какой рукавчик вы хотите. Понятно? Вот. Я пока, получается, провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 рядочков. Но необходимо, опять же, повторюсь, примерка, то есть модель, и мы посмотрим, как необходимо сделать рукавчик. Будет ли он больше фалдить, да, будет ли он меньше фалдить и так далее. Вот такая красота. Ну, скажите, несложно, да? Все, вяжите рукавчик до нужного вам размера, до нужной вам высоты. И встречаемся непосредственно, как будем с вами вязать дальше. Все, давайте самостоятельно, у вас получится. Итак, мы с вами сейчас находимся на следующем этапе вязания нашей кофточки. Это этап соединения полочки со спинкой. Так, полочка 1, полочка 2, поняли, да? И спинка, вот. То есть вот таким образом будет у нас наша кофточка выглядеть. Так вот, для того, чтобы соединить полочку, да, с непосредственно спинкой, нам необходимо что полочку, что спинку подготовить. Что это значит? Во-первых, смотрите, вот так вот я, получается, вязала, вот так выглядит край моего вязания. Здесь я уже подготовила край вязания, у меня здесь, смотрите, косичка. Она создана соединительными петельками от начала до конца. Благодаря этим петелькам мы будем соединять полочку со спинкой, будет очень-очень красиво. Ну, мы будем так соединять и боковые швы, и так далее, и рукава, и все остальное. Но на этом примере хочу показать. Для начала мы должны с вами подготовить. Вот, например, у меня полочка, мы должны подготовить полочку. Каким образом? Я, помните, говорила, что провязывала 28 рядочков. Так вот, непосредственно косичка, которая будет провязываться, она должна провязываться на лицевой стороне. Если я провязала 28 рядочков, то косичка бы у меня была на изнаночной. Поняли? Поэтому я дополнительно провязала еще 29 ряд. Надеюсь, понятно объясняю. И только потом у меня будет по лицевой стороне идти косичка. Поняли? То есть из всего сказанного самое главное. Подготовка к соединению элементов должна начаться с провязывания косички. И косичка должна быть строго на лицевой стороне. Вот. Понятно? Давайте сейчас покажу, как мы будем ее провязывать. Итак, как я определяю, что данная сторона лицевая и здесь должна быть косичка? Смотрите, я смотрю на самый-самый первый ряд. Вот, на самый нижний, самый первый ряд. Мне здесь нравится, как здесь выглядят полустолбики с накидом. Так? На другой стороне, смотрите, как они выглядят. Ну, тоже красиво, аккуратно, симпатично, но мне нравится именно эта сторона, значит, она мне будет лицевой. Потому что по узорчику, видите, непонятно. То есть узорчик повторяется из ряда в ряд. Вот, определилась лицевая сторона. Рабочая ниточка справа. Начинаем делать косичку. Итак, для начала мы делаем просто одну воздушную петельку подъема. Потом ныряем сюда же, в этот же столбик. Смотрите, нырнули, вытянули ниточку и ее тут же провязали через петельку на крючке. Соединительная петелька. Дальше, смотрите, наша рогаточка такая вот, да, из столбиков. Итак, 3 столбика с общей верхушкой. Верхушечку нырнули, вытянули ниточку, провязали. В арочку из одной воздушной петельки нырнули,
вытянули, провязали. Верхушка 3 столбиков. Нырнули, вытянули, провязали. Здесь понятно, да? То есть у нас получается верхушка, арочка, верхушка. 3 соединительные петельки. Дальше, смотрите, интересно. Дело в том, что я набирала изначально, здесь получается 33 воздушные петельки. То есть по итогу у меня должно быть и здесь сверху, то есть 33 соединительные петельки. Понятно? Узорчик такой интересный, что он хорошо растягивается в ширину. Нам этого не надо, поэтому мы с вами, я заранее все это просчитала. Столбик, получается, я пропускаю. Дальше я в арочку провязываю 1 соединительную петельку. У меня здесь 2 воздушные петельки, но я провязываю 1 соединительную петельку. 3 столбика я провязываю по соединительным петелькам. 1, следующий 2, следующий 3. Понятно? И у меня уже здесь вот так вот не тянется мой край. Это хорошо. Идем дальше. Опять наша рогаточка. Здесь у нас будет 3 наши петельки. 1 за верхушку, 2 в арочку, 3 за верхушку. Угу. Дальше вот наш веерочек. Я пропускаю столбик, сразу же в арочку. Нырнули. Есть. 1 соединительная петелька сюда. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Поняли, да? Вот, видите, какая косичка у нас по итогу получается? Не сложно, не сложно. И край не тянется. Понятно? И вот так вот вы шагаете до конца вашего ряда. В первой полочке, во второй полочке, на спинке вы провязываете так. Рукава вы точно так же провязываете. То есть вы подготавливаете все моменты, которые будете соединять, вы подготавливаете вот такой косичкой. Даже боковые поверхности вот здесь вот. У вас тоже здесь будут косички, тоже на лицевой стороне, понятно? Сбоку и на полочке, и на спинке, понятно? Вот. Все, и несложно. И вот так вот шагаете. Когда все подготовите, мы начнем сшивать все наши элементы. Договорились? Все, давайте, несложно. Готовьте полочки, рукава, спинки. Давайте. Так, смотрите, вот я, получается, провязала все соединительные петельки до конца ряда. В сумме получилось у меня их 33, столько же я набирала в начале, получается, полочки. Точно так же я сделала на второй полочке, точно так же сделала соединительные петельки на спинке, на рукавах. Теперь наша с вами задача соединить полочку со спинкой. Итак, смотрите, лицевая сторона полочки, еще раз показываю, смотрим по нижнему ряду. Вот, это моя лицевая сторона, мне этот ряд нравится больше. Итак, оставляем полочку. Теперь берем спинку. Вот, видите, косичка точно так же провязана, все ровненько, аккуратненько. Спинку беру каким образом? Еще раз убеждаюсь. Вот это моя сторона изнаночная, вот эта сторона лицевая. Лицевой на лицевую. Понятно? Итак, кладем друг на дружку, получается, нашу спинку и полочку. Так, еще раз. Здесь у нас изнаночная сторона, здесь у нас изнаночная сторона. 2 лицевые смотрят друг на дружку. Понятно? Так, еще такой момент. У каждой косички, вот если мы с вами внимательно посмотрим, есть как бы задняя стенка у капельки, да, вот такая вот капелька формирует косичку. Задняя стенка, передняя стенка, так, которая ближе к нам, передняя, которая дальше от нас задняя. Ну, либо можем назвать ее наружная, внутренняя, да, внутренняя, внутренняя, внутренняя. Точно так же и здесь. Вот косичка, вот получается внутренняя стенка, так, передняя стенка и задняя стенка, назовем ее наружная стенка. Наша с вами задача, мы будем сейчас соединять внутреннюю стенку с внутренней. Поняли? Внутренняя с внутренней, внутренняя с внутренней. Не торопимся, аккуратно это делаем. Итак, берем нашу ниточку рабочую, осталась у меня при провязывании косички на спинке. Для начала просто соединяем 2 полотна. Так вот, раз, за первую петельку и протягиваем рабочую ниточку вместе. Оп, все, мы соединились. Теперь будьте внимательны. Итак, для начала, вот получается, идет наша капелька, внутренняя стенка капельки, захватили ее, видите, внутренняя стенка. Дальше, здесь точно так же смотрим, внутренняя стенка капельки. И потянули рабочую ниточку, провязали, и тут же провязали петельку на крючке. Все. Идем дальше, внимательно будьте. Внутренняя капелька, внутренняя стенка нашей капельки, внутренняя стенка нашей капельки.
протянули рабочую ниточку, провязали. И так далее. Не торопитесь, вас никто не торопит. Внутренняя, внутренняя. Поэтому я говорила, что нужно вязать не сильно туго, но и не сильно как бы слабо, да? Дальше опять внутренняя стенка, внутренняя стенка. Вытягиваем ниточку и провязываем ее через петельку на крючке. Я вам сейчас провяжу немножечко так петелек, да? Покажу вам, что в итоге получается. У нас будет получаться плечо. На плече как бы должна быть вся красота. То есть все должно быть аккуратно, поэтому мы не торопимся и провязываем потихонечку. Так, давайте еще провяжем. Посмотрим, что в итоге получается. Раз, раз. Так, косичка наша, косичка наша. И провязали. Итак, давайте покажу. Вот, что получается с этой стороны у нас. Так, это получается изнаночка. Теперь поворачиваем на лицевую сторону. Смотрите, видите? Все ровненько, аккуратненько. То есть здесь как бы получается такая формируется как бы углубление, ямочка, да? Но просто пройдемся паром и будет шикарно. Угу. Все. И вот так вот вы соединяете. Повторюсь еще раз. Здесь провязываю я 12 сантиметров. Ну, как бы рекомендуют как 10-12 сантиметров, да? То есть смотрите непосредственно на ширину своего полотна. На горловинку оставьте сантиметров 22-24. И точно так же необходимо будет соединить и с этой стороны 12 сантиметров. Я буду соединять 1, 2, 3, 4, 5 вот этих вот элементов. Понятно? Все. И оставшееся, получается, расстояние, это у меня будет сантиметр 22, там сколько-то 23 для горловины. Все, чтобы голова, так скажем, лезла. Все. Я надеюсь, вы справитесь. Давайте плечика, плечика и встречаемся. Договорились? У вас получится. Давайте. Так, смотрите, я сейчас нахожусь на этапе соединения рукава. Я, получается, точно так же сделала косичку. Понятно, да? И точно так же сделала косичку по бокам полочки. И той, и другой. Поняли? Вот, получается, здесь у меня горловинка. Тут у меня заканчивается полочка. Вот по бокам точно так же сделала косички. Опять же, получается, я перевернула. В данном случае у меня изнанка, изнанка. То есть сейчас так вот соединю. И опять буду по косичкам, по петелькам провязывать. Поняли? Потом, когда я провяжу непосредственно, соединю с полочкой, со спинкой рукав, я потом также сделаю косичку по бокам рукава и соединю также рукав. То есть ничего сложного. Аналогично надо делать точно так же со вторым рукавом. Надеюсь, понятно? Давайте, провязывайте. Итак, переходим к следующему этапу. Получается, вот соединили все необходимые швы. То есть вот плечевой шов, да, рукавчик. Получается, боковой шов, присоединили спинку к полочке. Рукав непосредственно сам соединили. То есть теперь у нас вот полноценный рукав. Все здорово. Потом, конечно, по швам можно будет пройтись паром. Не гладить, только пройтись паром. Не портите изделие. Ну, естественно, вторая половинка точно так же. Вот он, второй наш рукавчик. Точно так же соединили рукав. Соединили полочки. К спинке соединили. И вот наш боковой шов. Ну, в общем, суть понятна, да? То есть мы с вами все соединили. Теперь наша с вами задача сделать обвязку точно такой же резиночкой, но не сильно будем стягивать. Вначале мы ее сделаем по низу. То есть мы начнем с одной полочки, перейдем на спинку и вернемся на вторую полочку. Понятно? Давайте. Итак, вот моя левая полочка. Я разворачиваю вязание себе поудобнее. Поняли, да? Вот боковой шов. Вот, начинаем от самого уголка. Итак, берем рабочую ниточку, присоединяемся вот к самому-самому нашему первому, помните, столбику провязывали? Вот, мы присоединяемся к этой петельке, делаем, как мы с вами все время в начале делаем, так вот, нашу самую-самую первую петельку и протягиваем, вот, смотрите, через нашу петельку на полочке. Есть. Теперь набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Теперь одна воздушная петелька подъема. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, столбик без накида. Теперь возвращаемся обратно по нашей воздушной петелькам, по нашей цепочке и провязываем столбики без накида. Сами себя контролируйте, считайте. Второй столбик. Дальше третий столбик. Дальше четвертый столбик. Дальше пятый, шестой. То есть начало точно такое же, как мы с вами начинали провязывать резиночку на рукавчике, да? Седьмой, восьмой, девятый и 10. Так, вот как только 10 провязали, вот. Дальше что мы делаем? Смотрите, у нас вот мы провязали в первую самую петельку, да? Дальше мы берем вот так вот вторую петельку, захватываем ее, вытягиваем ниточку и сразу же провязываем соединительной петелькой. Оп, соединили, понятно? В следующую петельку по порядку нырнули, вытянули ниточку и сразу же провязали соединительной петелькой. Оп, понятно? Теперь разворачиваем наше вязание и будем продолжать провязывать вот наш вот этот вот жгутик, так, за заднюю петельку. Понятно? Итак, начинаем. Вот у нас получается наша косичка, передняя петелька, задняя петелька. Мы четко беремся за заднюю, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, столбик без накида, за заднюю, второй столбик, считаем, третий столбик, столбики без накида, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик, седьмой столбик, восьмой столбик, девятый столбик и 10 столбик. Все четко, нигде ничего не пропустили, ничего дополнительно не провязали. Теперь точно так же делаем воздушную петельку подъема, поворот и опять шагаем по нашим задним петелькам назад. Итак, считаем первый столбик, второй столбик, то есть ничего сложного. Вы так уже вязали рукавчик, единственное, что вы здесь будете соединяться с полотном. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10. Вот как только провязали 10, все, идем опять, переходим на наше полотно и продолжаем точно так же. Следующая получается, вот наша петелька мы провязали, в следующую нырнули петельку и сделали соединительную. Сразу же оп и провязали ниточку. Следующая по порядку, вот наша идет петелька, нырнули, вытянули ниточку и сразу же соединительной петелькой провязали. То есть 2 соединительные петельки 2 раза, да? Разворот. И теперь опять точно так же возвращаемся, идем по задней петельке и провязываем столбики без накида. Ну, согласитесь, несложно, да? Все. И вот таким вот образом у вас как бы полотно, вот здесь вот, оно у вас не будет стягиваться, да, как она в рукавчике, но при этом будет очень хорошо смотреться резиночка. Все. Понятный принцип? То есть здесь у вас 10 воздушных петелек было. Вот такая у вас будет ширина резиночки, то есть у вас будет обвязка по низу. Хотите меньше, берите меньше, да, 8, 7, 5 петелек. Хотите больше, берите больше. То есть может быть у вас 12, 15, на ваше усмотрение. То есть принцип понятен, и вот так вот вы шагаете, присоединяйтесь непосредственно вот к нашему, получается, полотну. Все, ничего сложного. Давайте самостоятельно по кругу и провяжем, потом встретимся. Давайте, у вас получится. Итак, продолжаем наше вязание. Вот моя резиночка по низу, полочка, спинка. По кругу дошли и опять дошли до полочки. Одеваем, получается, на себя кофточку. Эта полочка у нас левая, это правая.
На левой будут пуговки, я уже как бы сориентировала, да. На правой у нас будут дырочки для пуговок, вот именно на вот этой вот резиночке, которую мы провязываем по полочкам. То есть я уже на левой полочке провязала, на правой будем провязывать вместе. Как мы будем провязывать, обязательно покажу. У нас будет первый ряд вспомогательный. Мы сделаем столбики без накида для того, чтобы наш краешек был совсем ровный, и он у нас как бы, ну, не гулял, не растягивался. Ну, он как бы и так не растягивается, но мы под страховку. И потом мы будем точно так же вязать, как и здесь резиночку мы вязали, точно так же будем шагать и провязывать резиночку. Если на левой полочке мы шагаем, 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 шагаем до конца, до горловины, да, то на правой полочке мы должны будем учесть дырочки для пуговок. Итак, как я рассчитывала, где, в каком месте, на каком расстоянии будут пуговки. По правилам, ну как бы такие всеобщие правила, с нижнего края, да, на расстоянии 3-5 сантиметров должна быть первая пуговка. Ну, я вот так вот взяла, у меня 3 сантиметра, я решила, что этого достаточно. Будет такая вот не средненькая, чуть побольше пуговка под цвет кофточки. Пусть будет 3 сантиметра. Итак, теперь берем сверху, да, где у нас будет располагаться пуговка. У меня здесь, получается, будут такой английский, да, лацкан. То есть у меня будет вот так вот заворачиваться, скажем, первый угол, потом я провяжу второй угол, тоже покажу. Так вот, где будет располагаться первая пуговка? Точно так же есть определенные правила, согласно которым звучит правило такое: 15-20 сантиметров вот от нашей горловины. Замеряем. То есть у меня здесь получается, вот смотрите, ну где-то около 17,5 сантиметров. Видите? Вот, ну в принципе мне этого достаточно. 17,5 я ставлю точно так же маркер. И потом смотрим, какая у вас будет, какие будут пуговки, маленькие, большие. То есть вы приблизительно для себя ориентируйтесь, сколько у вас, какое здесь будет расстояние. Точно так же рекомендуют 8-10. Мы понимаем, в зависимости от кофты, в зависимости от самого размера пуговицы. То есть нюансов много, да? То есть 8-10. И я здесь, получается, посчитала вот эти вот мои дорожки, да, вот от моего первого маркера до последнего. И разделила, получается, я решила, что у меня будут здесь, ну, вот 4 пуговки достаточно. Раз, два, три, 4. Между ними, смотрите, я сделала, ну, если по дорожкам считать, да, раз, два, да, то есть как бы 2 рядочка, 2, 4, 6, 8, 10 рядочков. И следующий у меня будет, получается, пуговка. Точно так же 2, 4, 6, 8, 10 пуговка. 2, 4, 6, 8, 10 пуговка. Поняли? Все. Вы точно так же для себя приблизительно ориентируйтесь. Почему именно по таким рядочкам? Потому что когда я буду сейчас резинку провязывать, мне будет так проще считать. И когда я дойду, получается, провяжу 2, 4, да, на 5-м рядочке я начну делать дырочку. Несложно. Все, опять также провязала рядочки и делаю дырочку. Провязала, делаю дырочку. То есть не по сантиметрам, а по рядочкам. Поняли, да? Ну что, давайте приступаем. Будем провязывать вот нашу правую полочку. Давайте. Итак, смотрите, вот моя правая полочка, вот у меня обвязка по низу, поняли, да? Вот мы так будем непосредственно делать нашу резиночку. Итак, вначале начинаем мы с лицевой стороны. Так, я начинаю с лицевой стороны. Самая первая петелька, которая у нас была, беремся за нее таким вот образом. Дальше рабочая ниточка. Делаем петельку фиксации, и вот эту петельку мы будем протягивать, оп, через нашу петельку. Все. Вначале петелька подъема, потом вернулись сюда же, провязали столбик без накида. Есть. И дальше идем точь-в-точь вот по нашим петелькам. В следующую по порядку петельку нырнули, столбик без накида, столбик без накида. Тут несложно, тут вы уже ходили, как бы знаете, да? У вас здесь должно получиться 10 столбиков без накида. Так, 9 и 10. Есть. Теперь место соединения с основным полотном нырнули, провязали столбик без накида. Ничего сложного. А дальше вы шагаете, так скажем, интуитивно. Да, место начала нашего столбика провязали столбик без накида. Дальше у нас здесь был либо провязан столбик, либо были петельки подъема, да. То есть вот провязанный столбик.
делаем столбик в петельке без накида. Раз. Потом смотрим, чтобы у нас как бы был одинаковый шаг, да. Дальше вот верхушечку нашего столбика. 2. Дальше вот у нас идут петельки подъема. В петельку подъема в одну. Раз. И уже там, где у нас начинался столбик, 2. То есть как бы приблизительно один шаг соблюдаем, одинаковый, да, шаг, чтобы у нас полотно не фалдило и не стягивалось. Все. И вот так вот смотрите, аккуратненько шагаете по петелькам. Сейчас, секундочку. Так, столбик без накида. Все. И вот ваша задача пройтись полностью до горловины, провязать столбики без накида. Видите? Так вот, если посмотрите, видите, оно ровненько. И не стягивает, и не фалдит. Все. Но видите, оно четко стоит и не растягивается. Вот этого нам эффекта и нужно. Понятно? Все. Вот так вот сейчас провязывайте полностью весь краешек вот до этого уголка. Здесь я вас встречу. Договорились? Все, давайте, несложно. У вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала столбики без накида на протяжении всей полочки. Вот дошла, получается, по лицевой стороне до верха. Вот мой угол с горловиной. И уже начала провязывать резинку. То есть ничего сложного. Я опять же набрала 10 воздушных петелек. И обратно возвращаюсь за заднюю петельку. Возвращаюсь, присоединяюсь. Точно так же, как мы с вами провязывали и низ. Так, точно так же, как мы провязывали с вами рукав. То есть ничего здесь сложного. Все, и вот таким вот образом мы шагаем с вами, провязываем резиночку. Еще какая особенность? Я посчитала количество столбиков, которые у меня здесь получилось. У меня получается 72 столбика. Я посчитала количество вот этих вот моих рядочков, да, получается по 2 рядочка, вот такие дорожки. Сколько вот таких дорожек? Дорожек у меня получилось 36. 36 помножить на 2 получается 72. Поняли, да? То есть у меня левая и правая полочка по резиночкам будут совпадать прям точь в точь, как в аптеке. Все. Теперь смотрите, я опускаюсь, видите, вот моя резиночка от моей правой полочки. Я опускаюсь, вяжу до первой пуговки. Вот имитация моей пуговки. И здесь буду делать дырочку. То есть в моем случае, смотрите, я как считаю. Вот по дорожкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дорожек помножить на 2, 30 рядов. То есть 30 рядов я провязываю, и здесь я буду делать дырочку. Здесь я вам покажу. То есть самостоятельно давайте, если вы вяжете так же, как и я, либо ваше количество столбиков здесь. Вот у меня получается, я провязываю рядочки, да, 30 столбиков я провяжу, и в 31 я здесь буду делать дырочку. Здесь мы вяжем самостоятельно, и вы вяжете самостоятельно. Здесь мы присоединяемся, и я вам покажу, как сделать дырку. Хорошо? Несложно? Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте. Провязываем вот до имитации нашей первой пуговки. У вас получится. Итак, смотрите. Вот мы с вами, получается, провязали нашу правую полочку сверху вниз. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так. Точно так же, как и в левой полочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И получается, вот на следующей, получается, дорожке, вот наша будет следующая дорожка, мы будем делать петельку для пуговки. Поняли? Итак, давайте. Итак, вот, как обычно, провязали рядочек, да, за заднюю петельку. Теперь делаем воздушную петельку. Все то же самое, как вы делали. И теперь, опять же, заднюю петельку провязываем 4 столбика без накида. 1, следующий. 2, следующий 3 и 4. То есть от края отступили 4 столбика. Дальше я делаю 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ну, вы можете больше, можете меньше, смотря какая у вас будет пуговичка. Точно так же пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4, опять же, за заднюю петельку провязываем столбик без накида. Поняли? То есть вот такая петелька получается у нас. И дальше оставшиеся у нас столбики провязываем. У нас остается 2 еще столбика. Провязываем столбиками без накида. Итого, что мы имеем? Смотрите, у нас здесь всего 10 столбиков. Так? 4 провязали за краешек, 3 пропустили.
и еще 3, получается, провязали. Поняли? Все, вот наши 10 столбиков. Дальше все то же самое. Присоединяемся к основному полотну. Соединительной петелькой 1, соединительной петелькой 2. Поворот. И смотрите, возвращаемся опять же по нашим столбикам. Точно так же беремся за заднюю петельку. Здесь первые 3 столбика провязываем. 1, 2, 3. Теперь у нас получается 3 воздушные петельки было. Если не получается у вас, вы можете провязать непосредственно в арочку 3 столбика без накида. А если получается, смотрите, что хочу вам предложить. Провязывайте непосредственно вот так вот в петельку, нырнули в петельку, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Мне кажется, так будет более аккуратно, да, краешек нашей петельки. И оставшиеся 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Поняли, да? Вот. Вот будет проходить наша пуговка. Я планирую диаметром, наверное, сантиметра 3 подобрать пуговку красивую. То есть, в принципе, она очень спокойно должна пройти, но, естественно, опять же, не сильно растягиваться. Все, и дальше опять шагаете назад. Точно так же здесь вы провязываете полностью все наши 10 столбиков за заднюю петельку. 3, 4. Поняли, да? Вот 5. Опять же за заднюю петельку. 6, 7, 8, 9 и 10. И опять присоединяйтесь к основному полотну. Петелька соединительная, петелька. Поняли? Вот что по итогу у нас получается. Вот мы провязали, в моем случае, да, здесь получается у меня 15 вот таких дорожек. И на 16 вот дырочка, отверстие, петелька для пуговки. Дальше, смотрите. Вот наш ориентир. Вот это наша первая пуговка. 1, 2, 3, 4, 5 я провязываю на 6 дорожке будет пуговка. 1, 2, 3, 4, 5 на 6 будет пуговка. 1, 2, 3, 4, 5 на 6 пуговка. И последние 2, как бы 2 дорожки остаются свободными. Поняли? Несложно? Я думаю, вы справитесь самостоятельно, да? Возможно, у вас какие-то свои интересные лайфхаки, как провязывать данные петельки. Пожалуйста, пользуйтесь, можете делать, как вы хотите. Все, несложно, несложно. Самостоятельно провязывайте до конца, получается, нашу планочку. И у вас будут отличные уже готовые петельки для пуговок. Все, давайте, у вас получится. Итак, ну что, смотрите, вот провязали, получается, до конца. Обвязали полочку вот такой резиночкой. Вот наши петельки для пуговок готовы. Вот, видите, все здорово, ровненько, аккуратненько. И получается, оно будет выглядеть вот таким вот образом. Раз, застегнется здесь будут пуговки. И здесь получается вот такие вот лацканы. Ну что, переходим плавно к обвязке горловины. Да? Будем делать еще один вот такой вот интересный угловой такой лацкан, как он правильно называется. Будет красота. Давайте. Итак, продолжаем наше вязание дальше. Вот непосредственно так будет выглядеть у нас лацкан, да? Получается воротничок. И дальше наша с вами задача вот так вот по кругу провязать вокруг горловинки по спинке, вот так вот до следующего нашей полочки, провязать еще один воротничок. Он будет таким же треугольничком, то есть вот такой как бы как на пиджаках. Поняли, да? Вот, ничего сложного здесь. Я точно так же буду здесь набирать, получается, 10, присоединяться здесь, набирать 10 воздушных петелек и вязать точно так же вот такими вот поворотными рядами за заднюю петельку столбики без накида, формируют точно такую же резиночку. Давайте мы с вами вместе начнем, да, в данном моменте. И доходя до плечевого шва, я здесь скажу, какая здесь будет особенность. Для того, чтобы красиво у нас воротник наш лег, чтобы у нас не топорщился стоечкой, мы не будем стоечкой делать, мы будем его укладывать. Ну, давайте все по порядку. Итак, присоединяемся вот здесь. Так, вы поняли, да? Вот обвязочка резиночкой, получается, левой планочки. Если мы на себя кофту делили, вот это левая планка. Я присоединяюсь вот там, где у нас место соединения наших 10 петелек.
Да? То есть вот таким вот образом. Раз, присоединилась. Беру свою рабочую ниточку. И как всегда, как мы делаем, в начале петелька фиксация. И петельку фиксации мы присоединяем. Вот, провязываем. Раз, присоединились. И здесь я набираю 10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Теперь одна воздушная петелька, все так же, как всегда. Во вторую петельку от крючка раз, два мы провязываем столбик без накида и возвращаемся обратно. Точно так же считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если хотите сделать побольше, да, то, понятное дело, вы прибавляете самостоятельно. Там 11 петелек, 12 петелек, там 15, может быть. Это все на ваше усмотрение. Все. И вот так вот опять смотрим, да, присоединяемся, получается, вот к следующей петельке, нырнули и сделали соединительную петельку. По порядку следующую петельку точно так же захватили. Я буду так вот 2 петли как капельку брать и соединили. Все, повернулись обратно. И точно так же, как мы с вами вязали, возвращаемся обратно. Ну, поняли, да? И вот таким вот образом давайте довяжем. Ну, например, вот у меня раз, два, три, да, скажем, вот такие вот 3 элемента. Рогаточка, потом такое окошечко с веерочком, рогаточка. И вот здесь вот встречаемся. Договорились? Это будет как раз до угла соединения. Я покажу, как будем провязывать здесь. Здесь несложно. Давайте самостоятельно. Итак, смотрите. Вот мы провязали, получается, часть нашего воротничка вокруг горловины. И как я и договаривалась с вами, то есть буквально ну, пару сантиметров до места соединения вот плечевого шва, да, полочка со спинкой. И также пару сантиметров после, ну пусть будет это вот наш элемент, да, вот это вот веерочек с окошком, место само соединения полочки со спинкой. И на спинке веерочек с окошком, вот данное расстояние будем с вами провязывать точно так же, как и провязывали. Единственное, что петельки соединения у нас будут здесь не по 2, а по 1. Поняли? То есть мы с вами все время как делали? Мы соединяем с полотном, делаем соединительную петельку и потом делаем еще одну петельку. Да? В данном случае, вот это все расстояние, мы будем делать одну соединительную петельку. Все. Разворот. И опять продолжаем вязать наше вязание. Все то же самое. Понятно? То есть сам непосредственно уголочек вы будете провязывать с одной соединительной петелькой. Повторюсь, все время делали 2 соединительные петельки. Здесь будет одна. Ничего сложного. Давайте я провяжу этот уголочек и покажу вам, что в принципе получается. То есть что по итогу выходит. Все. Давайте. Вы тоже провязывайте. Сравним, что получается. Итак, смотрите. Вот мы с вами провязывали наши, получается, столбики за заднюю петельку и 2 соединительные петельки. Как и договаривались, вот это вот наш последний элемент окошечко. Так, само место соединения, вот шов, место соединения полочки со спинкой. И еще один элемент, получается, окошечко, мы провязали при условии, что соединительная петелька была одна. Видите, здесь как бы видно сразу, что много как бы рядочков получилось. В итоге, когда вы оденете уже, да, кофточку, получается, вот, сейчас объясню, покажу, разложу. Получается, вот ваш лацкан, так, он вот так вот будет лежать. И вот здесь вот на этом месте аккуратненько, ровненько ляжет на плечико, да. Если бы мы с вами так вот не вязали часто, он бы немножко у вас так топорщился, поднялся бы, понятно? То есть так он хорошо ляжет на плечико. Теперь дальше всю спинку вы провязываете точно так же, но 2 соединительные петельки. На углу опять вот наше окошко, место соединения и еще одно вот веерочек с окошком провяжете точно так же, но соединять будете только одной соединительной петелькой, чтобы опять у вас красиво на плечико легло. И провязывайте вот до места начала нашего вот это вот провязывания резиночки на полочке.
здесь у вас закончится ваш воротничок. Понятно? Самостоятельно справитесь? Я думаю, что справитесь, у вас все здорово получится. Все, давайте самостоятельно. Итак, смотрите, вот такой воротничок у меня получается. Он не топорщится, да, мы его положили аккуратненько на плечики. Это та же самая резинка, как мы с вами договаривались. Начинала я от уголка вот от этого, да, от планки, и дошла вот до этого уголка. Все провязывали то же самое, как резиночку провязывали на рукавах, как резиночку провязывали на планке. Единственное, в местах соединения швов, получается плечевые швы, спинка с полочками, за 2 сантиметра, так скажем, до шва сам шов и 2 сантиметра после мы провязывали наши столбики. Соединительной петелькой одной соединяли с полотном. Если везде 2 были соединительные петельки, то здесь одна, здесь и здесь. Поняли, да? Вот. И за счет этого как бы радиус вот такой вот расширился, да, и у нас наш воротничок аккуратненько лег на плечики. Все, не топорщится. Красота, красота. Несложно, совсем не сложно. Ну, теперь наша задача попрятать кончики ниточек, так, где-то пройти паром, найти красивые пуговки, пришить пуговки, вот. Ну и все, кофточка готова. Я надеюсь, видео вам понравилось, все понятно, все доступно. Если что, спрашивайте в комментариях, пишите в инстаграме, будем разбираться. Ну, надеюсь, все понятно. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях и сохраняйте себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Не забывайте кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Все. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.